Помните самую раннюю версию Lambert Tycoon 2, которая вышла еще в бородатом 2008 году? Помните то, что во время альфа-теста Place носил название тест? Помните то, что у Place есть два неиспользуемых эскиза, на одном из которых есть Азимут 3089? Помните то, что альфа и бета топора не были удалены из файлов Place? Они оставались какое-то время на вот этой платформе, расположенной прямо под бородатым магазином. Кстати, о бородатом магазине. А помните вот эту яму? Нет? Ну вот я ее тоже что-то не припоминаю. Помните то, что Райкири топора является единственным топором, наряду с концом времени и пчелиным, у которого нету своей коробки? Помните легенду о золотом топоре? Помните Твиттер топор? Извините. X-топор. Помните то, что самый начальный топор за 12 баксов мог бы выглядеть вот так и вообще назывался бы каменным? Помните эти плакаты, в которых раскрывается информация про логово Райкири? Помните розовое дерево? Помните серое дерево? Помните то, что под сафари есть целая статуя Девы Марии? Помните то, что с вероятностью 1 из 500 можно заспавнить розовую тачку? Помните то, что в Lambert Tycoon для машины есть всего 19 цветов раскраски? Помните то, что раньше вода в реке и в океане не наносила урон? Помните то, что вода в реке и в океане состоит из иридия? По крайней мере, так написал сам Defaultio. Помните VIP-магазин? Помните раннюю версию земельного магазина? Там еще какое-то время красовался плакат к мультфильму «Хороший динозавр». Помните то, что на новокупленной земле можно продать табличку с вашим именем? Помните не вышедший розовый неоновый провод? Помните пурпурные огни сосульки? Они должны были появиться в Плейсе, но затем история с розовым проводом повторилась. Помните то, что все остальные магазины, кроме земельного и бородатого, закрываются на ночь? Помните самое трудное достающее в Плейсе пальмовое дерево? Помните то, что на горной дороге в тайге можно было наткнуться на вот такую маленькую пещерку? Помните потерянную пещеру и силу великого строителя? Помните вот этот маяк? Помните вот эту пещеру с картиной Сквидварда? Помните то, что картина Сквидварда воспроизводит звук при нажатии? Помните зеленую коробку? Помните свой первый полет в лаву в вулкане? Помните то, как игроки спорили, какое дерево дороже, лавовое или золотое? Но этим спорам пришел конец, когда появилась ледяная древесина. Помните зимние игры 2017 и то, что одним из плейсов для мероприятия был выбран именно Lambert Tycoon 2? Помните вот эту хижину в тайге, где возле нее был контейнер, и если туда скидывать древесину, то мы разводим огонь в камине? Помните хэллоуинское событие 2016 года? Помните, как мы на протяжении всего октября постоянно перезаходили на разные сервера и искали по всей карте спуки или синистр дерева? Помните свое первое найденное спук дерево? Помните то, что единственным местом, где не росло спуки дерева, была дорога в сафари из-за ошибки в ходе спавна? Помните то, что под мостом есть пещера с фантомным деревом? Помните то, что конец времени и единственный топор, который может рубить фантомное дерево? Помните то, что чем дольше вы находитесь в пещере с фантомным деревом, тем чаще вам будет наноситься урон? Помните то, что в пещере с фантомным деревом будет густой туман, если вы туда отправитесь ночью? Помните, как проезжая чью-то базу, вы замечали на ней глаз и после этого пытались связаться с хозяином, чтобы договориться о сделке? Помните то, что при помощи Shift Lock Switch можно лазить по стенкам с помощью куска дерева? Помните вот эти снежные электрические деревья? Помните мемориал, посвященный Тиктотверд? Помните вот эту запечатанную пещеру и то, что все думали, что это будет входом в речной тоннель? Помните то, что вот эту скалу на болоте можно взорвать и с помощью этого отверстия попасть к мемориалу Тиктотверд? Помните свою первую поездку в лабиринт? Помните распространенную теорию о потерянных душах игроков в лабиринте? Помните вот этих товарищей? Помните магазин изобразительного искусства? Помните слухи о том, что когда-то в Ламбере будут добавлены лодки? Помните горного персонажа? Помните Соркуса? Помните вот этого неиспользуемого NPC? Помните то, что во время зимних игр 2017 на Томе и Рухвене были надеты свитера? Помните вот этот жуткий череп, который должен был выйти на Хэллоуин 2016 года? Но так как читеры смогли заполучить его раньше положенного срока выхода, Defaultio удалил этот череп из файлов игры. Помните, как вы каждый день в декабре заходили в игру, чтобы скупить все новогодние подарки? Помните тот торжественный момент открывания подарков 25 декабря? Помните огромные базы игроков, где на всей ее территории лежало очень много подарков и тыкв? Помните моменты, когда ваша машина переворачивалась и ее никак нельзя было перевернуть? Помните забавные, но при этом бесячие случаи столкновения двух и более машин друг с другом? Помните моменты, когда все проходы в лабиринте были закрыты? Помните, как ваши предметы вываливались из машины при ее движении? Помните, как какое-то время Play страдал из-за читеров? Видите океан? И я не вижу. А он есть. Помните те времена, когда в Lambert Tycoon еще выходили обновления? Не, ну они и сейчас выходят, но крайне редко. И то это какой-нибудь патч на исправление багов. Помните те времена, когда Lambert Tycoon был на пике популярности? Помните те времена, когда Бэк снимал Lambert Tycoon? Помните видео на Баши? Помните дома игроков, построенные в прямом смысле этого слова на небесах? Помните криво сделанные пародии на Lambert Tycoon? Помните, как мы от балды раскидывались вещами в магазинах? Помните, как мы залезали на бороду, что висит на вывеске бородатого магазина? Помните, как мы не знали, как рубить дерево? Помните, как мы не знали, как и куда продавать дерево? Помните, как мы придумывали способы добраться до болота? Помните свое первое утопление и потерю топоров на дне реки или океана? Помните очень редкие розовые конфеты? Помните то, что конфетный или же леденцовый топор — единственный топор в игре, который не может рубить ни одно дерево?
Даже самый стандартный дуб. Помните то, что при рубке дерева куриным топором тот будет воспроизводить звуки кудахтанья? Помните то, что у Ламбертекана есть геймпасы? Помните то, что пряничный топор это самый маленький, но при этом самый дорогой топор в игре? Помните то, что когда-то был баг, с помощью которого можно было прицепить машину себе на плечи и затем с ней же опуститься на дно реки? И помните баг, где с помощью прицепа можно летать по всей карте? Yo, yo, yo!